Вертолет «Робинсон» проходит периодическое обслуживание в вертолетном центре «Хелидрайв». Механики устанавливают свечи зажигания. Этот вертолет заправляют бензином «Авгаз-Стойлель» польского производства. Никаких отклонений в работе мотора и его техническом состоянии нет, и каждая инспекция лишь подтверждает этот факт, что дает повод удостовериться в отличном качестве польского бензина. Наша компания имеет приличный опыт эксплуатации вертолетов «Робинсон-44», как инжекторного, так и карбюраторного. К нам приходили машины в разном состоянии, но вот за время эксплуатации машин, находящихся в нашем парке на бензине, польском бензине фирмы «Варта», мы не обнаружили никаких чрезмерных отложений ни на поршнях, ни на свечах, ни на клапанах. Изменений в состоянии поршневой группы в уровне компрессии не обнаружено. То есть мы считаем, что бензин вполне отвечает тем требованиям, которые должны предъявляться к авиационному топливу. Компания Warter Aviation работает на российском рынке с 2012 года и за это время расширила географию поставок от Калининграда до Камчатки. Завод компании в польском городе Плотск основан на базе опытного производства научно-исследовательского института, поэтому представляет собой современное предприятие полного цикла, а не просто нефтебазу с оборудованием для смешивания компонентов. Производством авиабензинов там занимаются с 2001 года. Казалось бы, приход на российский рынок столь серьезного производителя сам по себе гарантировал качество поставляемого топлива. Тем не менее, Warter Aviation обратилась в Центр по сертификации горюче-смазочных материалов ГосНИИГА с просьбой проверить и удостоверить соответствие всех процессов российским нормам качества. ГосНИИГА проверяет не только бензин, но и всю технологию от начала производства, само производство, отгрузку и пути следования, тарирование, транспорт до клиента. Мы рекомендуем покупать у проверенных поставщиков. И именно поэтому, в том числе, мы обратились в ГосНИИГА, потому что это позволяет клиентам быть уверенным, что нас, как поставщиков, независимо проверили и уверены в нашей благонадежности, в том, что мы соблюдаем все технологические процессы по сохранности, правильности упаковки и так далее. Требование допуска ГосНИИГА пошло с советских времен, когда эксплуатация советской техники на импортном бензине, не внесенном в руководство полетной эксплуатации воздушного судна, требовала процедуры подтверждения пригодности топлива. Сегодня эксплуатация в большинстве своем иностранных поршневых самолетов и вертолетов сертификата ГосНИИГА не требует. Впрочем, производство и система хранения компании Warter Aviation уже проверено специалистами ГосНИИГА, и теперь идет завершающая процедура сбора статистики по эксплуатации воздушных судов на этом бензине. Ни одного отрицательного отзыва пока не получено, а ведь география присутствия Warter Aviation в России весьма обширна. У нас имеется 5 складов в 5 городах. Это в Санкт-Петербурге, в Москве, в Ростове-на-Дону, в Екатеринбурге и в Новосибирске. Данные склады, они полностью сертифицированы, соответствуют нашему законодательству для хранения опасных грузов. Там квалифицированы рабочие, полностью оборудована техника, поэтому мы с уверенностью можем отгружать нашим клиентам с любого из склада. Там всегда есть бензин, это надо подчеркнуть обязательно. И это позволяет нам расширять нашу географию, обслуживать, поставлять бензин в любое время. Так уж получается, что обычно на рынке клиентам бензин нужен уже вчера. В прошлом году Warter Aviation поставил в Россию 1200 тонн авиабензина. В этом году явно будет больше. Сложность составляет, как обычно, логистика, помноженная на российские просторы и неравномерную транспортную связанность разных регионов. Warter Aviation поставляет «Авгаз-Стойлель» прежде всего наливом в различные резервуары. При этом прямая поставка позволяет избежать промежуточных переливов и хранения в складской таре. Но чтобы снизить долю транспортных издержек в цене бензина, компания рекомендует проверенный способ поставки – делать заказ с запасом, потому что стоимость транспортировки при этом не изменяется. Надо стараться продумывать тот объем работ, тот объем бензина, который вам нужен. Возможно, когда вы потребляете не так много, может купить на одну бочку больше с запасом. И эта бочка, она позволит вам, пока вы заказываете новую бочку,
новые бочки, летать без задержек. Мы вообще поставляем бензин в Россию в заводской бочке с уникальной пломбой. Если вы получаете наши красивые бочки с бензином и на них белая пломба обычная, без специального рисунка, то вы можете задуматься. Это вопрос к безопасности. Здесь, возможно, что-то не так. Кто-то использует эту бочку не по назначению, и там, возможно, не авгаз. Поскольку качество топлива – это безопасность полетов, а авиация вероятностных подходов не приемлет, любой потребитель топлива должен иметь возможность убедиться в качестве бензина. После проведения лабораторных исследований в сертифицированной лаборатории и получения паспорта качества, персонал службы ГСМ оформляет контрольный талон, который подтверждает качество авиационного бензина и служит основанием для заправки воздушного судна. Важно знать, что сертифицированная лаборатория имеет полномочия принять авиационный бензин без паспорта ГосНИИГА для проведения исследований, при этом выписав анализ показателей качества. Специалист службы ГСМ на его основании может убедиться, что показатели Авгаз-100ЛЛ находятся в пределах норм и принять решение о дальнейшем его использовании. Со своей стороны Warter Aviation обеспечивает потребителя полным комплектом удостоверяющей документации. Мы нашим клиентам даем сертификат заводской, он на русском языке сразу, в этом мы уникальны. То есть завод, он говорит по-русски, если так можно сказать, и документы составляет на русском языке. Кроме того, паспорт безопасности, да, то есть как работать, чтобы все было без происшествий с бензином. Соответственно, декларацию соответствия на то, что бензин везен официально. Завершая съемочный день на площадке вертолетного центра «Хелидрайв», мы на всякий случай записали непредвзятое мнение первого же встреченного частного пилота. Я только на этом топливе летал. Вот так по рассказам слышал, что да, есть какие-то, как сказать, недостатки у некоторых бензинов, но вот именно к этому бензину у нас никаких претензий нет. Вот. По температурным режимам особенно он хорошо держит все параметры, вот, температурные особенно, масло двигателя, температуру, в общем, никаких замечаний. Наддув и достаточно по мощности двигателя, можно сказать, плюс, да, вот, чувствуется. На мощность двигателя он положительно влияет, скажем так. Александр Швыдкин, Дана Остапчук, Пилот ТВ.